Марта никогда не думала, что окажется в такой ситуации. Все было как в обычной жизни: семья, дом, маленький сын. Но однажды ее муж, Алексей, сказал, что больше не хочет жить с ней. Он выгнал ее с ребенком, не объяснив причин, и оставил на произвол судьбы. Марта, хотя и была в шоке, поняла, что ее жизнь меняется. Она собрала вещи и ушла. Первые месяцы были тяжелыми. Она снимала маленькую квартиру, искала работу, а сын требовал внимания и заботы. Но со временем Марта поняла, что сама она справится. Она стала уверенной и независимой женщиной. Работала в детском саду, учила сына радоваться жизни, несмотря на трудности. Ребенок был ее опорой, и вместе они смогли создать маленький, но уютный мир. Спустя 5 лет, когда жизнь как-то устоялась и Марта научилась радоваться мелочам, ее мир снова перевернулся. Однажды, открыв дверь, она увидела Алексея. Он стоял с какой-то сумкой в руках. Его лицо было напряженным, но в глазах горела искра надежды. «Привет, Марта», — сказал он, глядя на нее с виноватым видом. Я вернулся. Может, мы попробуем все снова? Я был неправ, и мне очень жаль». Марта ощутила, как сердце на мгновение сжалось. Все эти годы она не могла забыть его предательство. Все, что она пережила, все усилия, которые вложила в свою новую жизнь. И все это ради того, чтобы теперь он вернулся, будто ничего не случилось. Она молча посмотрела на него, на его извинения и попытки снова войти в ее жизнь. Но теперь она была другой, сильной, уверенной. Она не была готова снова позволить ему разрушить ее мир. «Ты слишком поздно пришел», — сказала Марта, ее голос был твердым. «Я прошла через многое без тебя. Мы с сыном построили свою жизнь. Я не могу вернуть тебе то, что уже ушло». Алексей пытался что-то сказать, но она прервала его. «Ты ушел тогда, когда мы нуждались в тебе. Сейчас я не нуждаюсь в твоих извинениях. Мы с Максимом живем хорошо. У нас все будет без тебя». Она закрыла дверь, не ожидая, что он что-то скажет. На другом конце улицы Алексей остался стоять. Его лицо выражало разочарование, но она больше не чувствовала жалости. Марта вернулась к сыну, обняла его крепко и тихо сказала: «Все будет хорошо, малыш. Мы с тобой справимся. В жизни иногда нужно идти дальше, несмотря на прошлые ошибки». И они шли дальше вместе, как и всегда, но уже в новую жизнь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.